course, they don't say that. Конечно, так они не говорят, но так получается. So, in other words, when circumstances change, the shift may be more towards the individual, but still, for an individual to do something which is probably contrary to what they want to do, they have to be convinced of a higher purpose to do it. Поэтому, хотя вроде бы фокус внимания смещен больше в сторону индивидуальной личности, но тем не менее все равно это становится тем, что теперь надо убеждать индивидуумов, чтобы они делали что-то, что совсем не обязательно соответствует тому, чего они действительно хотят. In other words, you can convince somebody to do something which is contrary to their own self-interests if they feel there's a higher purpose to it. Другими словами, получается, можно убедить человека делать что-то, что противоречит его собственным высшим интересам, если заинтересовать его некой еще более высокой целью, стоящей за этим. So there's a lot of arrangement to make one think that higher purposes are more important than you. Поэтому им приходится идти на много ухищрений, чтобы доказать, что вот эта более высшая цель, она гораздо важнее вас самих. Or alternatively, an illusion is created where it seems as if this is good for you, but actually it's really good for somebody else. Или, по крайней мере, они создают такую искусственную иллюзию, в которой кажется, что эта цель действительно очень высокая, а на самом деле она просто служит чьим-то интересам. Advertising is based on that principle. На том же принципе основана реклама. To convince you to buy something you would never even consider buying, you have absolutely zero reason to have, because it's very good for the person selling. Убедить вас купить что-то, что вы вряд ли вообще когда-то купили, что вам вообще никогда не нужно было бы, а действительно оно нужно только тому, кто его продает. Now, often spirituality is presented in the same light. Часто духовность представляют в таком же свете. That your life is basically worthless. И они прямо так и говорят, что, ну посмотрите, ваша жизнь, она же совершенно бесполезная. Again, I apologize, I'm oversimplifying. Опять я извиняюсь, я так все преувеличиваю, упрощаю. Because your life becomes worthless if you work for the sake of the religion. Потому что ваша жизнь действительно станет бесполезной, если вы начнете работать на религию. Oh, again, I'm oversimplifying. You actually work for the sake of God, but we're the representatives of God. Но опять я упрощаю, потому что вы на самом деле не на религию будете работать, а вы будете работать ради Бога, а религия это просто представители Бога. In other words, you do this activity that you wouldn't ordinarily do, but it'll be very good because it's important for God, and everything should go to God, and total selflessness is the key. Другими словами, вы будете заниматься деятельностью, которой бы вообще никогда не стали заниматься, но она очень важна для Бога, а Богу вообще надо все отдавать, и поэтому надо не щадить себя, не жалеть себя, и все будет хорошо. So we just send everything upwards, send everything outwards. Selflessness is the key, to just deny anything of the self and to give everything we have, to just offer it. Поэтому мы начинаем просто все отдавать искренне и бескорыстно, ведь бескорыстие это и есть секрет успеха, и таким образом мы отрицаем любую свою ценность и любые свои интересы. Now, more or less, we see this pattern in all traditional religions. Более или менее, но тот же самый принцип встречается во всех религиях. We see this pattern especially nowadays in various forms of fundamentalist religions where people may even give their lives for the sake of what they're supposed to be doing for God. Особенно это сегодня встречается в фундаментальных ветках религий, где людей призывают даже давать свою жизнь ради Бога. Or one may work contrarily to one's health or one's welfare or even one's psychological stability. Или людей, по крайней мере, призывают работать так, что это будет наносить ущерб их здоровью, их собственным интересам или даже психологическому здоровью. But as we spoke about yesterday, to make a list of the negative things is easy. I mean, we can go on for hours and it's quite boring. After you heard one statement, you know them all. Но как вчера я уже упоминал, перечислять вот эти недостатки, это легко, их можно перечислять очень долго. Достаточно перечислить парочку, уже понятно, о чем речь. So back to me.
Так что вернемся ко мне. I always like to talk about me, I'm sorry. Мне нравится говорить о семье. Простите, я сегодня хочу это сделать. I'm ultimately my favorite subject to talk about. В конечном итоге я вообще любимая тема для себя. There are many reasons for that. И для тому есть много причин. Number one is that I'm always trying to convince you that I'm better than I am. Первое в том, что я всегда стараюсь вас убедить в том, что я лучше, чем есть на самом деле. And I'm always trying to convince myself that actually I'm better than I am. Кроме того, я пытаюсь убедить себя, что я лучше, чем есть на самом деле. Because my opinion of myself is not very good. Потому что я-то о себе не очень высокого мнения. So by convincing you that I'm very good, your response to me convinces me that I'm very good, and I feel good about that. Поэтому, убедив вас, что я очень хороший, ваша реакция будет убеждать меня, что я очень хороший, и тогда я буду чувствовать себя лучше. Therefore, I'm my favorite subject. Поэтому это моя любимая тема. And when I talk about myself somehow or another, it balances out my feeling of not being connected to myself. И поэтому, постоянно говоря о себе, это как-то уравновешивает мое ощущение недостаточного контакта с собой. So after doing this for many years, I came to the conclusion, again, in that same experiential process yesterday, that, well, let me look at it from the complete opposite point of view. Let me just suppose that I'm the most important person in my world. И поступая так много лет, опять же, в ходе того же экспериментального процесса, который я описывал вчера, я решил вдруг посмотреть на это с другой стороны, с противоположной стороны, и попробовал себе, осмелился представить, а что если я действительно самый важный человек в собственной жизни? Let me look at everything from the point of view of me. Позвольте мне посмотреть на все своими глазами, с собственной точки зрения. Now, I don't mean that I'm the center of the universe. I would think this process is just as valid for each and every one of you. Я не имею в виду, что я становлюсь центром Вселенной. Я имею в виду, что этот процесс может точно так же действовать для каждого из вас. I am not saying I'm the center of the universe. What I am saying is that I am the most important thing in my life. Я вообще не говорю, что я центр Вселенной. Я лишь говорю, что я являюсь самым важным в своей собственной жизни. Because if I think about it, unless I can love me, I can't love you. Потому что если задуматься, то действительно, до тех пор, пока я не люблю себя, я не смогу любить вас. If I am not healthy, if I am not strong, I can't do anything for anyone else. Если у меня нет здоровья, если у меня нет силы, я вообще ничего не смогу делать ни для кого. If I don't develop my intelligence, if I don't develop my capacity to express myself, I couldn't possibly do anything for the benefit of anyone else. Если у меня не будет достаточно разума, не будет достаточно возможности проявлять себя, как я вообще смогу что-то делать для других? So, when I start analyzing like this, I see that, well, basically everything begins with me. И когда я начинаю анализировать таким образом, я вижу, что, по сути, все в моей жизни начинается с меня. And that's not egoistic, that's just normal. И это даже не эгоизм, это просто нормально. For example, if I'm going to make some spiritual commitment, if I'm going to do something spiritual, if I'm going to devote anything to God, for instance, I have to feel that way. Otherwise, it's not devotion, it's just an artificial act. К примеру, если я хочу посвятить себя чему-то духовному или Богу, то очень важно, чтобы именно так я это чувствовал, иначе это не будет настоящим посвящением себя. Let's just give an example. Обманом. Let's give an example here. Давайте приведем пример. Let's say you're some lady and I'm supposed to marry you because it's been arranged, because there are many arranged marriages in this world. К примеру, допустим, вот есть некая женщина, и я должен на ней жениться, потому что, ну так все устроили кто-то окружающий. Кстати, очень много сейчас происходит таких браков по обстоятельствам. I don't love you. Допустим, я вас не люблю. In fact, I have not even seen you until the marriage day. И на самом деле, может быть так, что я даже вас не увижу до самой свадьбы. Interesting point in this, by the way. I was in, where was it? Dubai. Однажды, интересный момент, я был в Дубае. And I was staying in the house of a very rich Indian who happened to own the hotel I was in.
Я остановился в доме, побывал в доме одного очень богатого индуса, владельца отеля, в котором я до этого остановился. And I noticed that his wife was, sorry to say, nobody please say I quoted, don't quote me on this, but she was a little bit crazy. Я заметил, сразу предупреждаю, пожалуйста, никому не рассказывайте и вообще не говорите, что это говорил. Но я заметил, что его жена, она была немножко сумасшедшая. So I was kind of like, I'm trying to be discreet because I'm in somebody else's house. Obviously, I have to have some culture. So I'm kind of like looking at her like this every now and then. Я, естественно, не подавал виду, старался быть очень вежливым. В конце концов, у меня было какое-то воспитание, я культурный человек, но время от времени я как-то вот, у меня глаза подрагивали. And he's a very smart man. So as soon as she went to the kitchen, he said, "Yeah, this was an arranged marriage by my parents." И тот человек богатый, он был очень разумный, он это заметил. И как только мы оказались на кухне, он сказал: да, знаешь, меня свадьбу устроили для меня. I know she's completely nuts, just pay no attention to her. Я знаю, что она совершенно не в себе, просто не обращай на нее внимания. I said, "It's nice to say, I'm glad you said that, but how did you let this happen?" И я тогда очень удивился и сказал: ну хорошо, что ты мне объяснил, но я не понимаю тогда, а как ты вообще позволил такому произойти в своей жизни? He said, "It's my culture, it's the family tradition, I had no choice. I met her at the wedding when they lifted the veil, and I went, oh God." Он сказал: ну знаешь, это же такая культура в нашей стране, такие у нас традиции родовые. Я просто увидела первый раз на свадьбе, когда открыли ее вуаль, я подумал: боже мой.